Йоу, ребята, всем салют. Ну чё, ливнули уже весь бюджет на Facebook, сидите, грустите и думаете, где же взять еще трафик? Хватит плакать. Сегодня будем говорить как раз таки, как не зависеть от одной платформы. Если вы еще не поняли, то арбитраж трафика — это игра с несколькими платформами. Facebook, он как бы хорош, но в 2024 году держаться только за него — это как держаться за последнюю надежду. Все равно, что пытаться на последний автобус успеть. Ну, хотя рядом уже давно стоит Uber. Давайте сразу по делу. Да, если в Facebook прилетает бан, ты просто запускаешь новый аккаунт, и все у тебя работает дальше. Но фишка не в этом. Держаться только за одну платформу — это как все ставить на одну карту. Представь, что в Facebook начинаются резко баны, компания стопается, аккаунты отлетают одни с другими. И даже если у тебя есть куча запасных аккаунтов, ты теряешь свое время, ты теряешь свои нервы, ты теряешь свои деньги тупо на перезапуске. Вот реальный пример, который был у меня недавно. Я нашел нормальную связку в ФБ на Нутру. Все шло вроде отлично, но алгоритмы резко, внезапно начали резать охваты. Аккаунты не в бане, но компания просто выдает сплошные копейки. И пока я пытался перезапуститься за кучу аккаунтов, уже потерял дохера бабла. Если бы на тот момент были бы готовы у меня запасные источники, типа TikTok или Пуши, я бы вообще не парился, просто бы взял бы и залил рекламу туда. Поэтому важно не зацикливаться. Facebook — это как бы мощная платформа, но TikTok, Пуши или нативка могут стать просто спасательной подушкой, когда одна платформа начинает капризничать. Поэтому не стоит зацикливаться на одной платформе. Сейчас мы разберем, как же все это делается. Вот, например, TikTok — это не просто платформа для танцев, это сейчас одна из самых горячих платформ для арбитражников. Да, даже диабет, паразиты, здесь можно запускаться спокойно. Только фишка в том, что именно TikTok любит истории. Ваши скучные баннеры по типу купи сейчас, купи срочно, блять, никто даже смотреть не будет. Вот простой пример. Берем паразитов, к примеру, оффер, снимаем короткое видео, как человек ест бургер, потом хватается за живот, бежит в туалет, и появляется надпись «Задумайтесь, а может быть это не бургер». И тут же ты показываешь просто свой оффер, ну, к примеру, капля от паразитов. Все должно выглядеть как обычный TikTok, без ощущения, что это реклама. Загружаем видео в TikTok ADS Manager, целевую аудиторию, там, к примеру, 25+, интересы здоровья, органика, диета. Бюджет ставим минимальный, чисто чтобы протестить связку. TikTok любит динамику, поэтому обязательно ты должен иметь как минимум 5 креативов, чтобы алгоритмы сами выбрали, какой из креативов ему заходит лучше. Теперь давай немного поговорим про нативку. В СНГ лучше всего работают платформы такие, как MarketGit или TeaserNet. Нативка — это не про купи сейчас, а слушай, как тебе будет полезно. Как же это работает на примере диабета? Вместо банального баннера ты просто пишешь статью, как снизить уровень сахара в крови без химии. Рассказываешь, что люди часто принимают дорогие лекарства, но есть типа натуральные какие-то капсулы, которые помогают лучше. Вставляешь ссылку на свой лендинг, все, типа пользователи идут просто заказывать твой товар. Ну, давай кратенько разберем, как же это работает на примере статьи, как написать статью. Придумаем целевой заголовок, например, 3 способа снизить уровень сахара в крови, советуют врачи. В тексте сначала даем какой-то обязательно полезный контент, там типа вот продукты, которые снижают сахар, это гречка, шпинат, орехи, там немного про них рассказываем. Потом плавно переходим к твоему офферу, типа, но не всегда диета помогает. Типа недавно появился продукт, который советуют диетологи, я попробовал, у меня все работает, все отлично, и добавляешь призыв к действию в самом низу, типа успей заказать, пока действует скидка. Чтобы запустить такую статью, ты просто заходишь на MarketGit, заливаешь туда текст с картинкой, ставишь бюджет, все, твоя реклама пошла. Главное, не делай так, чтобы текст выглядел как кликбейт. Люди любят, когда им реально помогают, а не когда им впаривают какой-то товар. Теперь немного про пуши. Пуши — это как прямой удар в лоб. Никаких длинных статей, видео, простое сообщение на экране. Допустим, у тебя оффер на паразиты. Что же ты пишешь? Проблемы с желудком? Возможно, у вас паразиты? Закажи средства со скидкой 50%. Все. Как же это сделать? Заходишь на Push House, к примеру, или любую другую платформу, создаешь пуш, заголовок, текст, ссылка на лендинг, ставишь целевую аудиторию, возраст, к примеру, 30+, выбираешь свои регионы, запускаешь. Все, твои пуши летят прямо в телефон пользователя. Главное правильно, текст должен быть коротким и понятным. Пользователю должно быть ясно, зачем он вообще тыкает на это сообщение. Пуши лучше работают для срочных предложений, такие как скидка, акции, ограниченные запасы. И помни, что пуши — это не про какой-то мягкий заход, это про бей сразу, это вот 100%. Ну что, мои арбитражные гении, теперь у вас есть запасные планы на случай, если Facebook или Google пойдет по звезде
TikTok для динамических видео, нативка для умного захода, пуши для быстрого удара. Каждая из этих платформ может принести профит, это 100%. Главное тестить и не бояться пробовать новое и не держаться за один источник трафика, а иметь сразу несколько источников и обязательно тестить, еще раз тестить. Прямо сейчас ставишь цели, выбираешь оффер, делаешь креативы и запускаешь первую кампанию. Если будут вопросы или хочешь посмотреть, как все это делаю я, а я обязательно это буду делать, залетаешь обязательно в мой телеграм-канал. Там разберем ваши кейсы, найдем самые жирные связки, ну и начнем тестить. Все, давай до новых встреч, жирных профитов. Обнял, приподнял, с тобой был Джонни.